Делаешь видео, стараешься, занимаешься дизайном, а потом публикуешь и никаких просмотров, вообще ничего нет. Что не так? Может быть, дело в дизайне, может в монтаже, там, звуке. В чем же может быть проблема? Ну, как сделать так, чтобы видео смотрели? Всем привет! Вы на канале SEO Quick. Подключайтесь к нашему эфиру, и сегодня мы будем рассказывать, как делать так, чтобы на ваш контент обращали внимание, как сделать так, чтобы на ваши видео смотрели, и что нужно сделать, чтобы у вас все было хорошо. И это хорошо называется «Как делать кликабельные миниатюры для ваших видео». Самое забавное, что именно миниатюры, так они называются в одних статьях. В Гугле они называются значки. Их еще называют thumbnails. Их еще называют превью. Вы можете придумать огромное количество названий. Еще одно из названий это плашки. Все это одно и то же. Это те самые маленькие картинки, которые вы видите, когда открываете выдачу в YouTube, где отображается, собственно, сама картинка и, конечно же, подпись под ней и какой канал ее опубликовал. Именно они и определяют успешность вашего YouTube канала. И именно от них зависит то, как вы будете продвигаться дальше. Многие YouTube-блогеры действительно поделили сегодняшнюю выдачу в Гугле до MrBeast и после. Да, есть еще эпоха до PewDiePie и после PewDiePie, но мы в YouTube и в Гугле видео-выдачу делим по этому критерию. Именно MrBeast сделал то, что изменило интернет, изменило выдачу видео в YouTube. Он придумал правила, которым стоит придерживаться при создании видеоконтента. И именно эти правила определяют то, каким контент будет в будущем. Бистификацией, ее так даже называют, это такой лавинообразный процесс, когда все блогеры начали переделывать свой контент под стратегию MrBeast. Мы так не делали. И мы допустили множество ошибок, когда создавали свой собственный канал. И мы столкнулись со множеством проблем, когда попытались эти стратегии внедрить. И когда мы их внедрили, оказалось, что это не так работает, и нужно ее адаптировать. У него стратегия напоминает собой шаблон, и ее нужно правильно внедрить. И одно из самых главных правил, которые MrBeast выделяет, это правильно прорисованные значки видео. Ведь вы можете убить полностью свой YouTube канал, если сделаете просто отвратительные и блеклые и никому не интересные значки. Итак, поехали. Давайте разберем правила, как грамотно рисовать эти значки и вообще почему это так важно. Давайте еще раз к теории. Что такое значки? Это специальные изображения в пропорции 16:9 или 9:16, если мы говорим про значки не для YouTube, а для ТикТока, Инстаграма. У них размер изображения 1280 × 720 пикселей, формат PNG. Все. По сути, хорошо продуманная миниатюра представляет собой изображение, которое смотивирует пользователя перейти на ваш контент, потому что он отвечает на основные вопросы. Кто там его ведет, про что оно, что рассказывается и в чем хук, ради чего его стоит смотреть. Это коротко весь сюжет этого ролика. Я пришел такой к нашим дизайнерам и говорю: слушай, мне нужно вот сделать вот эту вот картинку, вот те технические параметры, вот я тебе ТЗ выслал по Битриксу, там, посмотри, я тебе все сбросил, ТЗ, примеры. В общем, нарисуй мне так же, вот, чтобы был здесь я, вот здесь было название, вот здесь был логотип. Дизайнеры мне нарисовали. Какие-то плашки вы можете найти еще в истории моего YouTube канала. Эти плашки, я считаю, нужно переделать. Я тогда не разбирался, и действительно я столкнулся с тем, что у меня огромное количество видео, и их всех нужно переделывать. Благо для подкастов это не нужно делать, а вот видео на YouTube нужно переделывать. Это все нужно перерисовать. Я решил пойти на рынок фриланса и поспрашивать, сколько это стоит. Я столкнулся с тем, что цены за хорошие плашки, которые рисуют согласно современным трендам, начинаются от $30 и заканчиваются на фрилансе до $150. Да, примерно такой разброс цен. $30 это середняк, 150 это какие-то особые индивидуумы берут. Решил узнать, сколько тратит MrBeast на разработку своих плашек, и столкнулся с цифрами 10 тысяч.
За что? Если учитывать, что у него плашки очень простые, они не представляют собой ничего сложного. И поэтому давайте подумаем, собственно, как их правильно рисовать. Я дал ТЗ, мне передали ХЗ. И поэтому я потратил реально 10 часов на изучение нескольких видео, которые детально рассказывали, как эти плашки рисуются. Мне пришлось вооружиться фотошопом, чтобы попытаться нарисовать что-то похожее. Да, у меня получилось не очень, но без моих особых умений в фотошопе у меня получилось собрать общий концепт моей плашки, которая будет использоваться в дальнейшем. И в этом видео я расскажу ключевые правила, которые вы можете дать своим дизайнерам, чтобы они не налажали и сделали все правильно. Итак, поехали. Если коротко взять все правила, которые нас интересуют, они, условно говоря, делятся на правила дизайна, по инструкцию создания, по типам превью иконок и выбор стратегии для создания. Затем идет тестирование и уже заливка всех их на ваш канал. Если вы разобраться, что каждый из них состоит из особых элементов, например, там они делятся еще на множество подфакторов, которые нужно изучить, так что наш ролик будет длинный, поэтому устраивайтесь поудобнее, и мы поехали, начинаем с правил дизайна. Первое правило дизайна, которое вам нужно знать, оно называется правило третей. В чем оно заключается? Вы берете любой видеоплашку, проводите по две линии по горизонтали и по вертикали, так чтобы они равномерно делили ваше изображение. И вы увидите, что большинство элементов вписываются в эти квадраты. Они не находятся посередине этих квадратов, они реально находятся в этих квадратах. Это правило фотографирования называется правило третей. Вы можете про него прочитать непосредственно в Гугле. Не нужно далеко бегать, даже берем TikTok, берем Instagram, открываем вкладочку Reels, смотрим, и большинство классных плашек, именно классных, у которых хорошие показатели вовлеченности, разбиты по этим правилам третей. Поэтому первое, что вам нужно сделать, это зайти в Photoshop и сразу себе в Photoshop, в котором вы будете рисовать вашу плашку, а я считаю, что нужно их рисовать в Photoshop, а не во всем остальном мусоре, который предлагают там для дизайнеров, потому что именно в Photoshop большинство уже существует решений, и вам нужно сразу создать этот layout и провести эти самые линии. Второе правило, которое вам нужно знать, это правило выбора цвета. Следует понимать, что у вас нужно будет выбрать несколько цветов. В первую очередь вам нужно будет выбрать ваш основной цвет, это ваш фирменный цвет. Нужно взять обязательно белый цвет, нужно взять обязательно черный цвет. И нужно взять 50% цвета яркости от вашего основного цвета. Это будет ваш background color. Вы взяли эти цвета, и вам нужно найти так называемый opposite color, противоположный цвет. Почему нужно его найти? Потому что вы должны работать на контрасте. Существует так называемое понятие круга цвета, то есть цветового круга. И в этой схеме вы можете использовать несколько вариантов поиска противоположных цветов. Например, у зеленого будет противоположный цвет фиолетовый, у красного противоположный цвет синий. Именно существуют на самом деле еще другие схемы цветов, не только по противоположной. Есть так называемая комплементарная, вот это, собственно, когда два противоположных цвета. Монохромная, когда просто один цвет без всяких вариантов. Разделенно комплементарная, когда вы выбираете не один противоположный цвет, а два. То есть вы вписываете такой треугольник, у которого всего лишь две стороны равны. Также есть так называемый выбор трех аналоговых цветов, когда три соседних цвета выбираются. То есть используется как будто три оттенка одного и того же цвета на этой плашке. То есть все кажется в одном цвете, но там их три. Три просто соседних цвета. Есть так называемая триада, когда используется просто три равноудаленных цвета. Ну и, конечно же, тетрада, когда вы вписываете прямоугольник в этот круг и выбираете 4 противоположных цвета из этого списка. Окей, вы скажете: Коля, мы сделали так, как ты посоветовал, но у нас все плашки получаются в одинаковых цветах, надписи в одинаковых цветах. Что делать? На самом деле, следующий шаг, который нужно использовать, их нужно отличать при помощи такого простейшего трюка в фотошопе, как подсветка. Вы можете использовать добавление подсветки на ваши надписи, добавление каких-то эффектов с подсветкой молнии на ваши надписи. И таким образом, каждый раз ваш написанный текст, пусть даже в одном и том же шрифте, в одном и том же основном цвете и дополнительном цвете, будет визуально отличаться. Но при этом все ваши плашки будут сохранять тот самый брендовый фирменный стиль. Другие простые трюки — это когда вы используете объемное затенение. Затенение за счет того самого 50% вашего основного main color, который используется в темной версии, когда вы создаете теневую часть вашей буквы, любой надписи. И вы можете таким образом использовать любые эффекты в виде тени, в виде вспышки, в виде засвета, в виде взрыва на задних фонах букв. То есть именно простейшие трюки, которые существуют просто в фотошопе уже давным-давно, вы можете просто использовать, накладывая на ваши буквы, и это будет работать. Просто откройте выдачу и посмотрите в рамках одного канала, как он делает все надписи. Увидите, они все похожи. И за счет того, что они все похожи и сделаны в одной единой цветовой гамме, при этом вы видите, как он за счет разных вспышек, разных оттенений использует этот эффект.
Поэтому можно использовать разные варианты подсветки. Можно сделать более уходящую в красную подсветку, уходящую более в желтую, в более зеленую подсветку. Сделать на тех же буквах, и оно будет выглядеть все равно достаточно сочно. И, конечно же, подсветка — это все классно, но важным является шрифт. Вы можете трижды искать шрифты в Гугле, искать самые лучшие шрифты, которые используются в Ютубе. Я вам дам топ-11 шрифтов, которые можно использовать для ваших плашек. Все их можно купить, все они стоят недорого. И я советую вам обязательно обзавестись этими шрифтами. Итак, поехали. Первый шрифт — это Eastern Roman. Он вообще, я считаю, must-have. Мне он лично очень нравится. Он нравится многим моим дизайнерам. И я считаю, что он нравится и всем остальным, потому что кликабельность у Eastern Roman очень высокая, и он действительно клевый. Существуют еще и другие шрифты, названия которых вы сейчас увидите на экране. Это Grabold, Unisans, Gotham, Evogre, Nexa, Bison, Prototype, Bebas New, Hemihead и EF Font. Эти шрифты очень клевые, и вы можете выбрать какой-то один из них и использовать на своих плашках. Вы можете выбрать два, использовать, допустим, один текстовый элемент в одном шрифте, другой в другом, и использовать эти два шрифта для всех ваших плашек на ваших видеофайлах, которые вы будете использовать. Поэтому шрифт действительно очень клевый, и можно придерживаться разных вариантов шрифтов, и это очень полезно для ваших будущих плашек. Итак, у нас все есть: цвета, шрифт и, конечно же, сетка элементов. Пора делать плашку. Конечно же, нужно в первую очередь проработать свой стиль. Продумайте свой стиль, это подберите вашу комбинацию шрифтов, цветов и как оно все будет выглядеть, расположение, логотипы и тому подобные вещи, стилистика. Все это должно быть сделано первоначально на сохранении своего стиля. Также вы должны освоить самые простые эффекты для заднего фона, когда будете делать задники. Помните, у задника самая главная задача — не отвлекать вас от передних элементов. Иногда задника может быть попросту и не быть. Например, есть множество видосов, которые рассматривают очень-очень дорогие виллы, и там просто очень хорошая фотка, иногда используются другие трюки, но там вообще фотка без всяких затенений. Мы эти случаи сейчас не берем, мы берем casual, фактически плашки, которые используются в 80% случаев сейчас в интернете. И вот они имеют несколько простых эффектов. Первый эффект — это затенение, когда вы создаете более темный слой, который затеняет задние фактически все элементы, а передние элементы выглядят более яркими и светлыми и сфокусированы, например, сам спикер и какой-то там элемент. А задним фоном там может быть там какая-то кривая торговли там по трейдингу, которая идет. Второй момент, который можно делать, еще трюк, это искажение. Когда вы хотите добавить объема вашей задней части, вы можете сделать вот такой вот выпуклый, вогнутый такой вот слой. Вот этот вогнутый слой, и он отлично покажет вам, как можно придать объем в вашей фотографии. То есть это достаточно простейший такой лайфхак-трюк, с затенением выглядит довольно сочно. Можно также сделать так, чтобы фокус сместился на вас еще лучше, чтобы задние элементы задники не сильно затеняли. Для этого можно использовать пикселизацию или мозаику, или которая сделает там размытие в виде движения. Гауссовские размытия всевозможные здесь как раз подойдут. Вы можете весь задник просто вот так вот замылить, чтобы вообще он не фокусировался, а был в фокусе только, например, я. Выбирайте под свой стиль и очень грамотно понимаете, что вот именно из затенения заднего фона, который не важный на плашке, это действительно трюки, которые можно использовать потом в дальнейшем как один и тот же эффект на всех остальных плашках, что очень сильно упрощает разработку. Почему нужно затенять задний фон? Все очень просто. Проводили тесты по кликабельности плашек. Да, тесты по кликабельности плашек вы можете делать попросту в YouTube, загрузив несколько плашек в разных вариантах и посмотреть, какая кликабельная более, какая менее. И вот проводили тесты по кликабельности, и оказалось, что плашки, у которых задний фон затененный, кликаются на 55%, а плашки, у которых фон в той же гамме, как и основной элемент, кликается на 44%. Следующее, конечно, над чем мы работаем, это цвета текстового слоя и его пропорции. Его нужно правильно расположить, он может быть в нужных элементах нашей сетки. Текстовые элементы, которые у нас должны быть, у нас делятся на два типа. Первый — это тот основной текст, сделанный в той нашей цветовой гамме, которую мы сделали. И дополнительный тип, который может сделан быть в альтернативном тексте. Он может быть встроен в основной текст, либо расположен отдельно, либо расположен в другом квадранте нашего изображения. И вот здесь важно продумать именно, как их делать. Я вам советую обязательно делать это через коррекцию цветового слоя в Photoshop, цветовой тон и насыщенность. Вы можете попросту сделать тонирование, ставить нужные цвета и посмотреть, как у вас получилось. Выглядит ли так, как надо ваша плашка, ваш текст, которому нужно вы потом придавать будете те самые эффекты тени, которые мы оговорили. Иногда бывает, что у вас на видео много элементов, которые вы решили показать, и они действительно являются важными и ключевыми. Как сделать так, чтобы, пользователь, который листает ленту в YouTube, обратил на этот момент внимание, что это видео про вот это. Самый простой эффект, который используется, это так называемые визуальные триггеры.
По-нашему стрелочки. Вот эти стрелочки, они отлично помогают для того, чтобы направить пользователя смотреть именно на вот это. Там, например, упавший трафик, и стрелочка показывает, вот он упал. Или, например, резко возросший, вот он возрос. Или, допустим, вот я выиграл здесь много денег, и вот скриншот, вот пруфа, да. Вот, пожалуйста, посмотри, я выиграл $3000. Используется этот визуализатор. Какие они бывают? Их не так много. В первую очередь, это кружок. Во вторую это стрелочка. И в третью это палец. Именно эти элементы вы можете использовать как раз для того, чтобы направить это все в свое русло. Где нельзя это использовать? Если в вашей плашке всего один элемент, у которого не на что смотреть, нет ничего, на что сфокусироваться. Например, если вы одели Apple Vision и сидите в машине, логично, что я не интересуюсь окном машины, я не интересуюсь рулем. Я вижу ваш Apple Vision, и стрелочка, которая будет показывать на этот Apple Vision, мне не нужна. Я сразу понимаю, о чем речь. То есть у человека как бы есть мозг, он иногда фокусируется на такие элементы, ему не нужно направлять. Поэтому кликабельность выше, если их нет. То есть если они есть, кликабельность ниже. Вечный спор, где должен находиться спикер. Здесь или здесь. На самом деле есть ответ, вы можете сами его провести на своем канале, точно так же провести АБ-тестирование. Как делать это, я расскажу в конце видео. Просто добавьте, пожалуйста, вашего спикера вот здесь. Почему? Потому что кликабельность выше. Кстати, из лайфхаков, спикер, который поперек экрана огромный, работает хуже, чем спикер, который вдали экрана, или спикер, который находится в этом углу. Поэтому, если вы хотите спикера по центру, уменьшите его, чтобы он находился в 2 квадратах сетки и было много места под другие элементы. Эмоции спикера. На самом деле, многие ошибочно считают, что эмоции спикера это важно. Нужно показывать агрессию, нужно показывать эмоции. Я не показываю эти эмоции, никогда не буду показывать эти эмоции. Я считаю это глупостью. Может быть, там молодежи это работает, но провели исследования за рубежом, делали огромное количество плашек с разными эмоциями и скучными эмоциями. Оказалось, что обычные эмоции и гиперболизированные эмоции работают абсолютно одинаково. Просто обычная эмоция, где человек хоть как-то заинтересован, хоть как-то просто улыбается, без каких-то фальшивых удивлений, без каких-то фальшивых вот этих вот эмоций, без фальшивых вот этих вот странных движений. Вот. Это все работает очень хорошо, я не знаю где, ну, наверное, не в Ютубе. Я советую вам сосредоточиться на том, чтобы ваши эмоции были максимально естественны. Если вы улыбаетесь, улыбнитесь. Если вы злой, разозлитесь. Если это действительно нужно. Если это видео не подходит, неуместно, видео не про это. Просто покажите нормальную, веселую эмоцию. Просто обычную американскую улыбку. Не фальшивую, а именно классическую улыбку. Сделали плашку? Проверьте. Перейдите на сайт, который я сейчас показал, ссылочка будет в описании. Загрузите вашу плашку и посмотрите, как она выглядит на всех устройствах. Посмотрите, насколько она хорошо читабельна, удобно ли ее видеть на мобильных устройствах, читабельный ли текст. Вам все это покажет этот классный бесплатный сервис. Итак, мы разобрались, как их делать, собственно, плашки, какие вещи использовать, трюки не использовать. И мы переходим, конечно же, к классификации всех плашек, а их не так-то много. Поэтому в этом списке будут именно какие существуют виды плашек. Первая плашка – это простой заголовок. То есть самая банальная плашка, которая существует. На ней может быть просто спикер, как-то замыленный задний фон и попросту написанный текст. Без каких-то либо костылей, без ничего. Это самые простые плашки, которые делаются. В них короткий текст, вспомогательный текст выступает фоном, надпись сделанная с обводкой и подсветкой, спикер обычно в правом углу, четкий фон, где любой специалист узнает дизайны там чего угодно, то есть где сразу понятно, что это такое. И переходим к пункту 2, это шокирующее превью. Это те самые превью, которые работают еще до сих пор, они используют шок-контент, они обычно показывают какие-то странные эмоции, иногда очень яркие эмоции. И использование противоположных эмоций, которые ты не ожидаешь увидеть, это и есть шокирующее превью. Оно работает как крючок, потому что если в первом случае, где был текст, человек нажимал на то, что ему надо, здесь он нажмет, потому что он не знает, что это. Шокирующее превью – второй способ привлечь аудиторию на свой канал. Контент нужно, соответственно, продумывать соответствующий. И мы переходим к следующим видам – большие цифры. Большие цифры – один из самых популярных видов плашек по кликабельности, наверное, потому что люди всегда любят большие цифры. Мы когда видим какую-то ненормальную цифру, связанную с какой-то информацией, нас сразу интересно, что это, и мы пытаемся нажать, что это.
Понятно, что и главное не баловаться сильно с гиперболизацией, но есть действительно интересные вещи. Например, как из 50 заработать $1500, пожалуйста, есть такие же нюансы. Вы точно так же можете найти огромное количество плашек, посвященных обзорам тех самых вилл за 5 миллионов. Вы видите просто 5 миллионов, просто фотка виллы и больше ничего. И это тоже пример большой цифры. Плашки, на которых просто используются цифры, иногда просто больше никакого контента, иногда работают тоже прекрасно. Для этих целей работает комбинация вот этих больших цифр и правильно написанного заголовка. Напоминаю грубую ошибку. Не повторяйте текст плашки в заголовке. Это двойка дизайнеру. Пункт 4. Простота. Среди огромного количества плашек, которые вы находите в интернете, листая YouTube, вы можете иногда обратить внимание, что мелькают иногда эти товарищи. И у них действительно какое-то безумное количество просмотров. И они выдерживаются по одной простой причине. Прежде чем рисовать плашку, они смотрят, кто есть уже в выдаче. И понимают, как сделать так, чтобы от них отличаться. И как сделать так, чтобы вложить всю суть этого видео. И они делают эту самую простоту. Это квадраты Малевича, это необычные подходы, это нестандартные подходы. И такие плашки тоже работают. И они иногда срывают просто голову, потому что ты не ждешь от них ничего особенного, но они работают. Плашки на простоте, действительно, это должен быть очень уверенный дизайнер, который знает, почему он эти вещи изображает у себя на плашке. И я более чем уверен, что дизайнер, который не разбирается, про что он записывает видео, плашку в формате простоту он не сделает, если он не разбирается в этой теме. Примеры плашек еще на простоте могут быть очень банальными. Это просто человек с деньгами, например, просто, который держит какой-то товар, вообще никаких нет надписей. Вообще может быть отсутствие какой-либо надписи, либо просто какие-то два логотипа и просто спикер. Иногда это тоже работает, и ты иногда удивляешься, почему. А на самом деле здесь ответ кроется в том, что есть понятие фирменного стиля. Но об этом дальше в видео, поэтому не переключайся. И самое главное, подпишись на нас в других соцсетях, чтобы следить за новостями. Например, на мою телеграм-группу, в которой скоро появятся чаты, где вы сможете общаться со мной напрямую. Номер 5. Сравнение. Сравнение – это то, что мы видим чаще всего в YouTube по каким-то темам, связанным с весом, там, например, с заработком. Я могу перечислять много тем, вы сами можете написать в комментариях мне, какие темы вы еще знаете, где работает хорошо сравнение. Ремонты отлично работают. Показать фотку до, фотку после, стрелочку перехода и грамотно расположить текст. Все, что вам нужно. Просто использование элементов, которые мы рассказывали про визуальный триггер. Разделение напополам изображения. Да, здесь у нас чтобы фокус, что у нас как бы изображение разделено напополам, но по правилам третей у нас же должно быть что-то посередине, да, но основные элементы находятся реально в краях этих третей. И вот в этом идет весь фокус. Поэтому обратите на этот момент по правилам третей внимание. Номер 6. Социальный хакинг. Что делать, если вы только начинаете канал? У вас нет подписчиков, у вас вообще нет ничего. Вот вам нужно как-то привлечь. Вы можете сделать очень просто. Побаловаться с так называемым социальным хакингом или кликбейтом. Этим балуется большинство каналов, даже и миллионников. Но, конечно же, мы посоветуем вам использовать его в вашей нише. Например, вы можете записать видео, где написать топ советов лидера мнений в вашей нише по вот вашей теме. И, допустим, разобрать эти советы и сказать, они работают, не работают, что из них устарело. Вы можете пройтись по какой-то инструкции, там, которую сделал Джон Мюллер, поставить плашечку Джона Мюллера и, конечно же, рассказать, что Джон Мюллер там не очень хороший человек, иногда очень часто врет. Использование в плашке для социального хакинга известных личностей то, что действительно работает. На этом держится большинство блогеров, обзорщиков, которые лепят лица актеров и там что-то про них рассказывают. Вы просто берете известных личностей, добавляете на вашу плашку и рассказываете про них в контенте. Ваш контент построен на использовании этой известной личности и обзора на нее, на ее деятельность, на ее контент, который она создает. Фокусируйтесь именно на этом. И это тоже работает. Номер 7. Заблюрь. Очень простой формат, когда вы прячете какой-то очень важный элемент вашего видео. Просто заблюрить лицо, заблюрить, что в коробке, заблюрить, что на заднем фоне.
использовать комбинации, например, сравнения, где до четкое, а после заблюренное. Блюрить можно разными способами. Можно использовать способы, как делает Electronic Arts. Это черный фон и вопросительный белый знак. Да, кто помнит, знает. Можно реально блюрить, можно ставить поверх эмоджи, там с вопросительными знаками, либо там ржущего смайла. Все зависит от вас. Здесь трюк используется на том же нюансе любопытстве. Любопытство заставит его кликнуть, понять, что же в коробке. What's in the box? Странные и шокирующие дизайны. Да, мы уже говорили про номер 2, шокирующее превью, но здесь мы будем шокировать на отвращении. Будем говорить, что это отвратительные дизайны. Суть заключается в том, чтобы показать что-то очень мерзкое на плашке. Например, в зуме насекомое, если как-то оно упоминается. В зуме показать, например, там огромную кучу какашек, например, наваленную на машину. Либо показать каких-то там продукты, которые вы жуете, и просто максимально зум сделать на открытый рот, где что-то жуется максимально отвратительно. Здесь действительно можно играться, все зависит от тематики, все зависит от ниши. Некоторым эти стили не подходят, но эта стратегия используется, например, когда вы используете тактику блюра и тактику слова, допустим, скам, там, да, там, например, можно сделать вот так. Прелесть этих дизайнов заключается в том, что они тоже имеют элемент вопроса. О чем речь? Что это такое мерзкое? Что ужасное? Что произошло? Почему такое количество негативных отзывов? Например, можно показать просто скриншот с какого-то сервиса, где там показано там 2% положительных отзывов, и уже человек сидит и думает, что же произошло, и переходит на это видео разобраться, в чем причина. И, конечно же, это тоже сработает для того, чтобы пользователь открыл ваше видео. Номер 9. Сопоставление размеров. Есть действительно такой способ показать размеры, где вы находитесь. Его активно использует MrBeast, где показывает фотографию просто себя на фоне чего-то огромного. То есть для создания этой фотографии он тратит действительно много ресурсов, там и с дронами, и с чем угодно, чтобы запостить и себя одновременно, и на фоне чего-то очень удаленного. Иногда поднимает себя на огромную высоту, чтобы сделать эту фотку. Сопоставление себя и с размерами того, что находится сзади него, без всяких зумов и всяких эффектов фотошопа, которые можно использовать, это действительно стильная фотография. Если у вас получилось создать при помощи фотографии как раз такой эффект, это прекрасно. Если не получилось, нужно настолько грамотно зафотошопить себя, чтобы ты казался, что ты не фотошоплен поверх этой фотографии, а на ней в этот момент сфотографирован. И обратите внимание, что вот есть две плашки, посвященные виллам, и вот та плашка, где пользователь сфотографирован, где-то там маленький на заднем фоне, она работает действительно лучше, чем просто сфотошопленная плашечка. Это действительно в комбинации с использованием размерами, она очень хорошо работает. Например, спикер, который сидит в студии и показывает пальцем на реальный монитор, а не просто прифотошопленной студии, смотрится тоже довольно клево, и это тоже может сработать. Номер 10. Вопрос в тексте. Самый необычный, но действительно очень клевый формат плашек, это когда вы берете, допустим, двух спикеров, кидаете в разные углы, и они в этот момент, если даже одновременно говорили на вебинаре, вы потом между ними показываете, о чем они сегодня говорили. Два спикера и вопрос. Про что они говорят? Вопрос. Просто вопрос. Дизайн может быть очень простым, даже не выделяющимся. Он может быть просто максимально стилизованным. Итак, мы выучили правила дизайна. Мы узнали, какие бывают виды превью. У нас есть инструкция. И теперь мы переходим к стратегии для создания наших миниатюр. Следует помнить простое правило. Никто не использует абсолютно все вышеперечисленные правила, а играет на них как на пианино, собирая из них грамотные аккорды. Иногда комбинации типов превью могут быть комбинированными. Некоторые могут пересекаться между собой, а некоторые элементы дизайнов могут и специально игнорироваться. Ваша задача взять 2 или 3 стиля, которые мы разбирали из вышеперечисленных, соединить их, и сделать хотя бы 5 видео в этой единой комбинации. Зачем это нужно, скажете вы? А я скажу очень просто. Ваша аудитория должна понять, что это ваш стиль, это ваш почерк. Вы делаете видео в этом формате. Я уже видел 5-е видео этого блогера. Я уже узнаю его почерк. И это работает. Если вы будете публиковать каждый раз видео с разными плашками, это 2 дизайнеру номер 2. Но не стоит задерживаться.
5 первых плашек вы сделали в едином стиле. Следующее вы обязательно экспериментируете, но не выбиваясь за пределы выбранного стиля. Не уходите в противоположную далекую сторону, а пробиваете разные варианты. Первое, что вам нужно сделать, это поискать себе источник вдохновения. Для того, чтобы действительно делать классные плашки, вам нужно изучить конкурентов, пофотографировать себя и попробовать сделать плашки, как делают конкуренты. Это делают все, и это третья двойка дизайнеру, которую можно поставить. Да, это третья двойка уже по счету у нас. Это грубейшая ошибка, на которую можно обратить внимание. И как делать? Что делать тогда? Если вы сделаете все плашки по конкурентам, то вас будет ждать очень скучная выдача, потому что вас невозможно будет отличить от всех других плашек, которые есть в данной выдаче по этой нише. И вы будете попросту выглядеть как все. И не будете фиолетовой короной, белой вороной, как угодно вы можете называться, вы будете дженериком, вы будете тем же самым. В Гугле этот эффект называется клишированных иконки или клиш thumbnails. Клишированные иконки приводят к тому, что ваш CTR в YouTube падает. И вроде бы вы заплатили дизайнеру кучу денег, он сделал классные плашки, они действительно сочные. Вы гордитесь ими, а их можно добавить в портфолио. Но это не работает. Оно не будет работать просто потому, что ваша плашка ничем не выделяется от плашек, которые есть у действительно лидеров, которых уже давным-давно смотрят. У них есть аудитория, у них есть подписчики. Им нравится этот стиль, они к нему привыкли. И вы выглядите как человек, который пародирует его, подражает ему и ничем не выделяется. Поэтому совет, который я могу дать такому дизайнеру, это, конечно же, пойти в YouTube, вбить запрос по похожей теме, но не по этой теме. Если, допустим, вы занимаетесь трейдингом, попробуйте записать в поиске там не связанный запрос с трейдингом, а связанный запрос, например, там с настройкой там какого-то софта, или там, например, там как включить биткоин кошелек, вообще что такое биткоин, пойти посмотреть вообще там какие-то темы, допустим, если трейдинг был про криптовалюты, посмотреть, как делают видосы, например, посвященные чисто Форексу, вот чисто форексовские видосы, или посмотреть, если вообще в другую нишу чуть-чуть пойти, посмотреть просто, как вообще там считаются налоги, как считаются финансы, посмотреть, как там лидеры мнений делают свои ролики. И посмотреть на их плашки, изучить их тактику, изучить по тем типам плашек, которые мы смотрели вот в предыдущем начале видео, да, какие тактики они используют, и выписать их. И попробовать в их стиле сделать плашки. Я, например, когда создавал плашки для SEO-студии нашей, я руководствовался плашками Нила Пателя, но они у него белые. И я подумал, ну, у меня не белый цвет, у меня зеленый. Я сделал зеленые плашки, и они действительно начали работать. Зеленые плашечки у меня отлично залетали. И мы переходим к следующему этапу, пункту 2, это брендирование. То есть мы создали свой стиль, нашли источники вдохновения, откуда мы берем идею, и мы создаем бренд. Брендирование – это именно элементы на ваших плашках, которые вы будете добавлять для того, чтобы ваши плашки уже визуально отличались от плашек всех других блогеров, которые есть в вашей нише. Вы уже выбираете свой стиль, свою цветовую гамму, свою стилистику, как у вас идет расположение элементов, какие элементы вы используете, почему вы используете эти элементы, почему ваша плашка выглядит именно так, а не иначе. И вокруг этого строите свой контент уже на YouTube. И ваша фирменная выдача уже узнается. И вам уже все равно, какие плашки делают ваши конкуренты, потому что ваша аудитория уже узнает вас, а вы нашли плашки, которые имеют высокую кликабельность. И их кликают даже те люди, которые с вашим брендом не знакомы. И мы переходим к пункту 3. Это выбор слов. Слова, которые изображаются на плашке, конечно же, должны быть максимально креативны. Есть всего лишь 6 методов, которые можно использовать для того, чтобы создавать классные плашки. Первое – это большие цифры. Второе – это утверждение. Третье – это противоположное мнение для большинства. Четвертое – это провокационный вопрос. Пятое – это обычный короткий заголовок. И шестое, конечно же, отсутствие текста. У вас все получилось. Вы нарисовали хорошие плашки. Вам нужно провести тестирование. Не рисуйте одну плашку на видео, это глупо. Нарисуйте 3. Можно загрузить 3 плашки. Для этой цели перейдите в YouTube студию, найдите, где загружается значок,
он именно так называется, по-английски thumbnail, и вы увидите отдельную кнопочку, где можно загрузить несколько значков и провести эксперимент. И вы загружаете до 3 значков и ждите 2 недели. После 2 недель YouTube сам выберет, какой значок имел большую кликабельность, а вы, основываясь на этой статистике, посмотрите, какой значок вам лучше всего зашел, какой понравился, и будете это использовать в дальнейшем для создания фирменного стиля всех своих остальных значков. Поэтому для вас тестирование теперь открытая информация, и вы будете пользоваться этой информацией самостоятельно. Окей, у вас нет фотошопа, вам негде рисовать плашки. Я сейчас оставлю список из программ, на которых можно перейти по ссылкам в описании. Никаких рефералов, ссылки просто в описании я оставил для вас. По этим всем программам вы можете сами нарисовать свои плашки, посадить своего дизайнера, чтобы он нарисовал свои плашки. Дайте ему в инструкцию это видео, а еще в описании потом появится инструкция в виде статьи, которую можно будет обязательно перечитать. Также не забывайте подписываться на самый лучший YouTube канал по SEO в интернете. Это, конечно же, SEO Quick, где мы рассказываем действительно классные вещи по маркетингу. Возможно, другие тоже рассказывают, но мы действительно классные. Поэтому я буду рад вашим комментариям и, конечно же, досматривайте наши видео до конца. Спасибо и пока-пока!